В этом видео я хотел бы рассказать о своих upwind-downwind приключениях. Вот как видно, сначала я забираюсь вверх по ветру, так называется upwind. Добираюсь через час вот до некого буя, это как ориентир у меня в океане. Дальше я складываю паравинг и иду вниз по ветру, в downwind. И в принципе это основная дисциплина, которая отличает паравинг от других видов спорта, потому что ни с чем другим это не сравнится. Я не знаю, с чем можно также просто идти против ветра и потом также свободно лететь вниз по ветру, словно у тебя нету ничего. Потому что если, например, вы пойдете с веслом, то против ветра шанса нету, только в даунвинд идти, или там руками разгребаться, или на фойл-драйве. Против ветра без шансов. А с паравингом, особенно с современными моделями, это делается очень просто. И в данном видео я хотел бы просто поделиться своими соображениями, рассказать о своем опыте, как я это делаю. Ну вот видели, я только что сложил паравинг, положил его в сумочку, сумочку убрал себе за спину и поехал. Вот у меня за спиной рюкзачок, из которого можно попить воды. Вожу я в нем 2 литра питьевой воды, иногда добавляю туда какие-нибудь энергетики, если это слишком длинные даунвинды, но в данном случае там просто вода. И кроме этого там есть несколько карманов, в которых также у меня хранится нож на всякий случай, если вдруг там запутается фойл в каких-нибудь рыбацких сетях или еще что-то. Также там есть гидротапочки, если придется где-то раньше сойти в неположенном месте или мне там будет необходимо куда-то пробираться, то лучше быть в гидротапках, если какая-нибудь там отмель, коралловый риф там или что-то подобное, чтобы не порезать ноги. Вот, а так, как видите, я предпочитаю кататься без обуви, потому что так ты лучше чувствуешь доску. Ну и обязательно защита, то есть на голове у меня защитная кепка, она же шлем. Также у меня солнцезащитные очки. Открытые участки тела у меня намазаны SPF 50 плюс кремом, чтобы не обгорать, потому что в Африке очень яркое солнце. И я одет в борт-шорты, обычные серферские, в которых есть карман, и в кармане еще у меня там лежит запасные ключи, опять же, на тот случай, если придется выйти где-то в неположенном месте, и тогда лучше всего разобрать фойл от доски, чтобы можно было добраться до дома. Вот. А еще, если присмотреться, то можно видеть небольшой горб у меня за спиной. Там у меня спрятан под лайкрой паравинг. Он лежит у меня в вакуумном мешке, таким образом занимает минимум места, поэтому, видите, практически его незаметно. И прижимается еще сверху рюкзаком с водой. Лайкру я сделал сам, планирую ее выпускать, вот сейчас дорабатываю детали, будет она выпускаться под брендом DE Mauritius. Пока вот обкатываю всякие нюансы. Раньше я катался без крюка, использовал обратную петлю, но сейчас понял, что лучше кататься с обычным крюком, потому что так нагрузку распределять удобнее. Вот видите, у меня крюк торчит, это не очень удобно, там может что-то путаться, но тем не менее это лучше, чем ничего. Руки так устают намного меньше. И сумку, обратите внимание, это тоже прототип Джеффа из компании Hydra 3D. Вот я ее тестирую. Здесь будут еще некоторые доработки, то есть она скоро выйдет на рынок, но нравится она мне больше озоновская тем, что она более плотная. И, соответственно, вот озоновские я умудрялся рвать, а надеюсь, что вот с этой более плотной неопреновой сумкой таких проблем не будет. И самое главное, она больше по объему. Тишина и спокойствие. Смотрите, ветра практически нету. Волна маленькая. Все как мы привыкли, все как на Маврике, все как обычно.
Я уже год занимаюсь даунвиндами. Нет, конечно, до этого я катался вниз по ветру, там, на кайте, на винге, но сейчас я понимаю, что это только так называется. Это вот то же самое, как, знаете, вы увлекаетесь вейфрайдингом, но только по прошествии какого-то времени вы понимаете, что вот он вейфрайдинг, а до этого ты каким-нибудь удирайдингом занимался. Вот с даунвиндами была у меня ситуация ровно такая же. До того момента, пока я не получил правильное крыло и не поехал в правильное место, а именно в Кейптаун, и не познакомился с ребятами, которые катаются с веслами, не увидел, как это происходит вживую, как они соединяют волны, я понял, что вот то, что мы называем катание вниз по ветру, даунвинды, и когда ты там с вингом едешь, что-то там у тебя получается, ты что-то ловишь, да, но потом ты все равно достаешь свой винг, это вообще не даунвинд. Даунвинд — это когда ты можешь ехать без всего. Поначалу может показаться, что волны трудночитаемые, но потом вот в этом беспорядке, в хаосе, у тебя вдруг глаза открываются, ты начинаешь видеть некий порядок, видишь линии, с которыми тебе надо ехать, и на них можно вот так немножко поворачивать. Потом снова пампишь, пока не увидишь следующую линию. Снова по ней едешь, отдыхаешь. Надо стараться меньше пампить, чтобы пульс оставался в пределе нормы. Иначе быстро очень устанешь. Вот у меня уже высоковато. Сегодня прям много почему-то памплю. То ли плохо читаю, то ли качество волны сегодня так себе. По сути, контроль вашего пульса — это самый важный момент в даунвиндах, потому что если вы идете в аэробном режиме, вы можете идти так бесконечно долго. Что заставляет повышаться пульсу, так это пампинг. Поэтому крайне важно угадать с правильным размером крыла, чтобы можно было побольше карвить, побольше скользить и поменьше пампить. Если проводить аналогию с другим циклическим видом спорта, к коим можем отнести и даунвинд, с лыжными гонками, то как там важно подобрать правильную мазь под текущий снег, так и у нас важно взять именно тот размер фойла под текущие условия, под текущие волны. Да, не просто сегодня все это читать, но тем интереснее. Не все же время на 940-м кататься. Вот сегодня время крыла 1250. Fireball. Мое первое и до сих пор самое любимое крыло из линейки Fireball — это было 1070. Вот именно с ним я и начал знакомство в Кейптауне с даунвиндами, и до сих пор это крыло является для меня самым любимым. Это самое универсальное крыло, и я бы его взял бы для любых условий, если бы мне сказали, что нужно взять только одно крыло. А так у меня вся линейка с размахом крыла от 880 до 1250. Крылья Fireball — это такие сабли с относительным удлинением 13 единиц. Очень длинные, очень узкие, хорошо скользят, отлично пампятся. Пампим, чтобы разогнаться. Разогнались. Понеслась. Крайне важный момент после того, как распампился и тебя волна подхватила, это удержать набранную скорость. Очень важно поехать вдоль волны и не стремиться съехать вниз с этой горки. То есть нужно как можно дольше оставаться на этой горочке. При этом доску нужно стараться держаться максимально высоко над водой, и мачты в районе 78 сантиметров для этих целей подходят идеально, так как создают меньшее сопротивление. Прям лайтец. Фух. Приходится прям пампить. Я катаюсь на 80-сантиметровой мачты Ультра от Axis. Это самая жесткая в их линейке мачта. Она позволяет использовать даже самые большие крылья и чувствовать себя на них уверенно. То есть ты когда поворачиваешь, у тебя ничего никуда не раскачивается, ничего не люфтит. Поэтому, если есть возможность взять максимально жесткую мачту в районе 80 сантиметров, там можно 70-75, для даунвинда лучше не придумаешь. Также хотел бы рассказать немного о
тех досках, которые я использую. Однозначно для паравингинга и для даунвинда лучше всего подходят мидлы. Это сейчас самая модная современная история. Вот уже как второй или третий год уже они существуют, и многие райдеры на вингах тоже переходят на них. Но для паравинга это крайне важный момент, потому что если вы возьмете свою привычную винговую доску, ну такую плюшкообразную, то на ней вам будет тяжело стартануть. У нее большая площадь прилипания, и если с вингом хоть как-то можно на ней стартануть, то вот с паравингом крайне важно, чтобы это был мидл, и желательно, чтобы ваш вес был равен объему доски. То есть вот у меня вес 75, 76, 78 килограмм. И вот эта доска, конкретно Axis Frank, она объемом 80 литров. Также у меня еще есть доска 70 литров DE, но я ее сейчас чаще использую все-таки для вейврайдинга. Хотя ее тоже можно использовать для даунвиндов с не меньшим успехом. Ау! Чуть не упал. Чуть не упал, ребят, чуть не упал. «1250» это самое большое крыло, которое у меня есть. Но вообще в линейке фаерболов есть еще больше. Но, похоже, для сегодняшних дней можно было смело еще больше брать, чтобы поменьше пампить, ну и, соответственно, меньше уставать. Раньше у меня даже мысли бы не возникло пойти кататься в таких условиях. Ну, потому что, смотрите, даже барашков-то особо не видно. Ну, то есть ты едешь практически по плоскому. Но благодаря аспекту 13 и размаху 1250 можно ехать. Пампим, пампим. Опа, сели. Поехали. Разгончик. Где следующая линия? Вот она. Вот она пошла линия. Вот я пристроился за ней и поехали. То есть, видите, в отличие от вейврайдинга, катание в даунвинд это не по подошве волнам катаемся, а по их спинкам. То есть я вижу, как волна вот прошла и пристраиваюсь за ней. Я знаю, что следующая выемка меня подтолкнет, которая идет вот за этой стеночкой. Можно, конечно, пытаться поймать какую-то стенку снизу и ехать на ней, но поверьте мне, это прям сильно сложнее. То есть тебе придется пампить. Вот. А так как будто бы, ну, ты пампишь тоже, но в таком более легком режиме, не сильно напрягаясь, стараешься, по крайней мере. Водорослей еще много, приходится между ними маневрировать. Когда апвинд шел, раз 5 останавливался, чтобы водоросли скинуть. Вот в даунвинде, конечно, не хотелось бы их поймать, значит придется останавливаться, перезапускать паравинг. В принципе, ну ничего страшного, конечно, но кайф, когда ты вот один раз паковался и пошел до дома прям. Там уже распакуюсь, когда напротив Манавы буду. Вот так бы хотелось. Вчера, ну позавчера так было, по крайней мере. Ой, где стеночка? Пампим. Пампинг — это лучшее, что может делать даунвиндер в те моменты, пока он не занимается непосредственно даунвиндами. И хотя техника пампинга с док-старта и в даунвиндах немножко отличается, мы все-таки не пампим, чтобы ехать совсем по плоскости, а мы, скажем так, подпампливаем, чтобы нас хоть немножечко волна подхватила, ну и дальше она нас повезла. То есть вот эта техника подпампливания, она нас должна разогнать, и вас волна повезет. Обратите внимание, что стойка необычно узкая. Для чего это делается? Для того, чтобы одновременно нагружать обе ноги, потому что если у вас будет широкая стойка, вы будете более амплитудно качать, и скорее всего забьется там либо передняя нога, либо задняя. А с узкой стойкой проще контролировать свит-поинт, ну и ноги меньше забиваются.
Поэтому, если вы меня спросите, как в домашних условиях подготовиться к даунвиндам, ответ простой. Занимайтесь пампингом. Ну, вообще лайты, конечно. Вот что это такое. Как по этому ехать, ребят? Не понимаю. Самые сложные моменты в даунвиндах — это вот попадать на эти плоские участки. Заронить в этот момент крайне просто. Ух, чуть не упал. Это еще одно преимущество мидла. Если она касается воды, то легко отскакивает назад. Еще бы чуть-чуть и прилип бы. Касание доски во время даунвиндах — это вообще обычная тема, и лучше заранее к этому подготовиться, а подготовиться можно на плоской воде, то есть вы разгоняетесь за счет паравинга, складываете его и начинаете пампить, и во время такого пампинга прям сами инициируете прилипание доски, и вы поймете, что она легко может отлипаться. Еще, конечно, очень непросто одновременно и снимать, и кататься. То есть, когда с выключенной камерой, ты не сосредотачиваешься на том, что тебе нужно какое-то дополнительное действие делать, а ты весь уходишь туда, в катание. Вот, так что... Ё-моё! Крыло большое, нельзя слишком резко поворачивать, иначе можно упасть. У меня тело привыкло, более меньшим размером. А здесь динамика поворота совсем иная. Как бы сказать так, очень медленно и печально, по большому радиусу. Радиус и динамика поворота полностью зависит от размера крыла. По этому показателю мне, конечно, больше всего нравится кататься на Fireball 940. Но в таких условиях, как сейчас, только Fireball 1250 и вывозит. Ой, водоросли пошли. Надеюсь, не зацеплю. Ага, вот она прям линия водорослевая. У нас водоросли обычно линиями такими. Они цепляются друг за друга. И такие улицы получаются из водорослей. Чтобы лучше видеть водоросли под водой, я использую солнцезащитные поляризационные очки на медной основе. Поляризация убирает блики с воды, а медная основа, она подкрашивает картинку в красный цвет. Благодаря этому повышается контраст, и вы все под водой начинаете видеть более четко. Какие-то детали, которые раньше вам были незаметны, они лучше проявляются. Соответственно, чем раньше ты заметил водоросль, тем больше шансов, что ты в нее не попадешь и продолжишь свое катание. Поэтому рекомендую очки DE на медной базе. Либо другие бренды, но с похожими характеристиками. Так, чувствую, пульс поднялся. Ага. Ух. Очень много пампинга сегодня. Вот он и поднялся. Так как я в детстве занимался плаванием, я очень хорошо чувствую свой пульс. Мне для этого не нужно каких-то особенных девайсов использовать. Поэтому в данном моменте я уже почувствовал, что я нахожусь в анаэробной зоне, причем в верхнем ее пределе. Соответственно, мне осталось кататься несколько минут. Но в принципе лучше использовать часы Garmin, потому что они более-менее точно показывают ваш пульс. И я лично понимаю, что если я иду на пульсе 140 и ниже, значит я нахожусь в аэробной зоне, и так я могу ехать довольно долго. Ну где эти кочки, блин? Что это такое? Ну вот, вроде линия. Пропустил ее и за нее сел. Вот, ничего не тащит. Не на что садиться! А здесь... то же самое. Короче, еду на честном слове, ребят. Хз. Что сегодня не так? Приятным побочным эффектом моего увлечения даунвиндами стало изменение фигуры. Мой вес заметно уменьшился, и причем произошло это за счет сжигания жира, а не мышц. И именно аэробные нагрузки даунвиндов этому поспособствовали.
Раньше, когда я катался на кайте или винге, мой пульс редко когда поднимался выше 120 ударов в минуту во время моих сессий. Но как только увлекся паравингами, особенно с того момента, как начал упаковывать его в сумку, тело вспомнило привычные нагрузки из плавательного прошлого. Немаловажным фактором для успешного прогресса в даунвиндах является сбалансированное питание. Первое, что я сделал, это заменил простые углеводы на сложные. Мультизерновой хлеб вместо белого, фрукты вместо пирожных и сладких газированных напитков. Каша из цельных зерен вместо быстро приготовляемых дробленых. Также я добавил в рацион больше белков, причем преимущество вареных и приготовленных на пару взамен привычным жареным на масле. Больше курицы, рыбы, морепродуктов и растительных белков вместо жирной свинины и говядины. Ну и главное, это не переедать. Благодаря часам Garmin я точно знаю, сколько трачу калорий в день, а благодаря приложению по подсчету калорийности блюд, ну там просто фоткаешь, что ешь, и тебе оно тут же выдает расклад по КБЖУ. Я точно знаю, сколько в меня попадает. Еще в те дни, когда мне предстоят длительные даунвинды, я добавляю в свой рацион спортивные изотоники. Они продаются в любом велосипедном магазине. Так я однажды просто пришел в такой магазин, рассказал о тех нагрузках, которые у меня обычно происходят. Ну ведь даунвинды, они очень похожи на велосипедные гонки, ну или любые другие циклические виды спорта. Ну и в веломагазине мне подобрали необходимые мне добавки. По сути, это электролиты, минералы, ну, которые ты активно теряешь вместе с потом. Ну и также там содержатся углеводы в виде гликогена, который может расходоваться во время длительных физических нагрузок. Вау! Прилипаю! Фак! Нет, еще! Едь! Черт, чуть не упал! Волны нет! Все, ребят, походу прилип. Пульс подскочил, а ехать не на чем, вон, прилипаю. Фух, ну ладно. Фух, 20 минут. Нормал. Отдыхаем. Отдохнув пару минут на доске, у меня пульс вернулся в аэробную зону, и я продолжил свой путь. Ну, мне где-то оставалось треть пути от намеченного на сегодня. Я решил больше не снимать с рук, так как это отвлекает меня от процесса. Поэтому повесил камеру на грудь, но что-то пошло не так. Короче, ребят, смотрите. Задумка была в следующем. Снять весь проезд. Но, как выяснилось, с камерой в руках, ну, крайне сложно читать волны. Потому что ты думаешь о том, как снять. Как только я камеру убрал, у меня дыхание восстановилось, я спокойненько начал читать. То есть волна сегодня окей, можно кататься, но тебе нужно постоянно быть в процессе. Потому что ты видишь вот эти пакеты волн, и надо к ним подсаживаться, не упускать их. С камерой это сложно сделать. А сейчас я просто решил ее повесить сюда, вот, и она у меня упала. Ну вот я сделал кружочек, забрал ее. Такие дела. Ладно, больше не буду баловаться, я уже почти около Манавы. Сейчас стартану, доеду до Манавы и домой. Спасибо за внимание. Пока. А так выглядит моя сессия, записанная на спутниковый коммуникатор Garmin Inreach, который всегда со мной на воде для безопасности.